Всем привет! Мы находимся в виртуальной студии Sky News. С вами Let's Play the Game, и в гостях у меня Культ, один из лидеров альянса No Please Stop. Привет! Здорово. Рад снова тебя слышать. Да, давненько не виделись в эфире. Сразу к делу. Как мы все знаем, ты уходил из игры, и официальная причина была, что ты выполнил все поставленные перед собой задачи и словил ощущение, что игра для тебя пройдена. Расскажи об этом немного. Изначальной целью всего Альянса было создание Альянса наемников, который вмещает в себя только PvP-ориентированных игроков со свободным нравом, которым нельзя запретить что-либо, там типа нельзя запретить им грабить. Но общая направленность была максимальная PvP, PvP и еще раз PvP. Происходило очень много событий, происходили взлеты, падения. То работа была, то работы не было. Как ты знаешь, когда у наемников нету работы, так было во все времена, наемники начинают ее сами себе находить. Образно говоря, могут заняться и грабежом. Вот, поэтому нас часто ассоциируют и с просто пиратами. Вот. Я не против такой ассоциации. Это одна из частей PvP-составляющей этой игры. Вот. Но в конечном итоге игра превратилась в какой-то момент просто соревнование, а можем ли мы в 10 человек убить 100? Вот в таком духе. И, конечно, чаще ты проигрываешь при таком соотношении шансов, но периодически получается и выигрывать, и в какой-то момент само ПВП стало рутиной. То есть ПВП только ради ПВП потеряло смысл, а работа становилась все меньше. Во-первых, ценовая политика изменилась. Во-вторых, несколько крупных альянсов заключили соглашение не давать нам контракты. Некоторые альянсы просто решили воевать собственными силами. Было несколько примеров, когда мы выполняли огромный объем работы за несколько дней, который там альянсу, не ориентированному на ПВП, нужно делать неделями. И, возможно, им просто скучно играть становилось. Крутость Альянса, на мой взгляд, субъективно мой взгляд, стала настолько высокой, что я не находил себе занятия. То есть, что еще делать? Мы летаем, вроде как выигрываем все бои, которые хотим, что-то проигрываем, но в целом чувствуем себя супер круто, позитивно, но скучно. И да, я решил сделать перерыв. Я просто устал от, от дня сурка. Каждый день пинги, ПВП вылет, пинги, опять ПВП вылет. И так день за днем, неделя за неделей. А сколько ты отсутствовал? 3 месяца. Причем я рассчитывал, что отдохну за неделю, потом прошло 3, 4, 6. В общем, в какой-то момент я просто вообще перестал заходить в игру, только следил за Дискордом. А что тебя снова заставило вернуться в игру, и сложно ли было возвращаться? На удивление, оказалось очень легко вернуться, потому что я вернулся с одной только лишь целью — сохранить Альянс живым. Я увидел, что надвигаются проблемы. Контракта в принципе не стало, потому что крупной войны не происходило в принципе. А без крупной войны наемникам невозможно жить. Это первое. Второе, даже те альянсы, которые с кем-то там воевали, они просто не пользовались нашими услугами. И, соответственно, ребята начали ловить тоже ощущение, что и я. Они стали заметно меньше формиться, они стали заметно ленивее летать. И это просто было видно по Дискорду. И я понял, что если сейчас не сделать что-то, не предпринять, то мы просто перестанем существовать как альянс. У меня было такое ощущение. На самом деле, здесь я хочу прям подчеркнуть это. Я более чем уверен, что и без моего возвращения ребята бы это все пресекли. Я не самый главный человек в альянсе. У нас триумвират, и еще есть огромное количество людей, которые делают супер важную работу, которую никто не может сделать, в том числе я. То есть у нас каждый член альянса вносит огромный вклад. Кто-то просто супер крутой PvP-пилот, кто-то делает мега крутой Intel, кто-то занимается супер мега крутым шпионажем, кто-то водит флоты как бог. И такие у нас все игроки — это мега крутые подготовленные ребята. Вот. Поэтому я не думаю, что Альянс бы умер, но я испугался этого. То есть сам шанс, что это может произойти, побудил меня срочно вернуться в игру и предпринять какие-то действия.
Как раз из твоих слов следует маленький спойлер, что вы взяли и развязали войну на севере. Можешь несколько слов рассказать об этом? Да, собственно говоря, самой первой мыслью стало, что скоро выходит обновление с капиталами. Ну, оно выйдет когда-нибудь. Появятся капитальные корабли, и если у нас нет контрактов, у нас нет денег на эти капитальные корабли, а без капитального развертывания невозможно будет вести войну крупными и мощными альянсами. Соответственно, нам жизненно необходимо стало иметь базу. Чтобы иметь эту базу, нам одновременно с этим нужно было нанести удар самому крупному объединению игроков, которые состоят все в дружеских отношениях, то есть игроков, которые находятся в тех или иных союзах. Такое объединение в игре есть, оно очень крупное, входило, туда входило много альянсов, сейчас мы немножечко его надкусили. И по моему опыту жизненному я понимал, что нападать, бить им в лицо, прям вот так вот брать и прям нападать на них, это бесполезно. Если мы нападаем к ним домой, нападаем к самым главным ребятам в этом объединении, у нас ничего не получится. Поэтому мы сели и начали придумывать план. Мы начали придумывать план, как сделать так, чтобы как найти самую слабую часть этого альянса, при этом самую отдаленную от основных сил этого альянса, этой частью стал как раз-таки Лунары. Лунары и СЕ. Это часть Silent Федерации, правильно? Только они немножечко подальше от них жили. Нет, дело в том, что у Лунаров, насколько мне известно, были плюса с Пантеоном. Пантеон сразу же пришел к ним на защиту, сразу же пришел убивать нашу станцию, сразу же пришел их защищать, как только мы начали эту войну. И тут, естественно, мы тоже стали действовать не по-идиотски. Самым первым решением было, что мы начинаем уничтожать лунаров и смотрим, как много людей придет к ним на защиту. Кто вообще, какими силами обладает противник, и насколько много он сможет собрать этих сил. У нас было в планах повесить байт-цитадель, то есть цитадель, на которую специально нападут, которую мы были готовы потерять. Она была не в тот момент, когда ее выкинули в планах, но наши друзья из корпорации Кофор, они ее скинули раньше, чем нужно, но хотя бы в удобное время, в наш прайм-тайм. И мы могли увидеть, как много способен сформить Пантеон и другие альянсы. Во-первых, мы внимательно следили за дискордами всех альянсов, и там началась настоящая шумиха. Ноу повесила цитадель, срочно все ее атаковать, бежим. Мы поняли, что придет слишком много людей, мы с этим не справимся. И было решено попытаться дипломатически остановить хотя бы часть этого вторжения. Ну, просто физически не могли справиться с таким количеством тикетов, которые появились о сборе флотов на нашу цитадель. Я смог договориться с некоторыми альянсами, другие наши дипломаты смогли договориться с другими альянсами, и в итоге на нас нападало объединение хоть и крупнейших альянсов, но не все, кто мог прийти. На нас напал Пантеон, Лунары, на которых мы напали, СЕ, их прямые союзники и живущие вместе с ними альянс, и Сайлент. И мы проиграли этот бой за станцию, то есть мы потеряли станцию. Но зато мы четко поняли количество пилотов, которые способен собрать противник, и число пилотов, которые нам необходимы, и как нам надо необходимо подготовиться. Мы поняли, какие пути маршрутов они выбирают и так далее. Дальше мы перешли ко второму этапу плана. Второй этап плана был максимально быстрое уничтожение максимально большого количества цитаделей лунаров. Ну и, собственно говоря, это и был тот роковой день, когда мы убили 6 станций и, по-моему, 3 аутпоста за день и еще одну станцию на следующее утро. Ну, фактически 7 цитаделей за ночь было убито. Вот как раз об этом следующий вопрос. И для тех, кто не подписан на телегу или успел отписаться, залетайте. Там как раз есть история от одного из пилотов про то, как Ноу убили за один день 6 цитаделей. И я хочу вживую услышать рассказ от тебя, как вам это удалось сделать и вообще, что такое синий пончик. Так там было упомянуто. Синий пончик — это термин из Большой Евы, из EVE Online. Он означает очень крупное объединение игроков, не полное, типа все со всеми дружат, но настолько крупное, ну, что войны заканчиваются, потому что более маленькие объединения просто не хотят
умирать, воюя с этим большим объединением. А объединения внутри вот этого огромного синего пончика, они друг с другом не воюют, просто поделив территории и мирно на них существуя. Собственно говоря, у нас был выбор напасть на лунаров или на Red Machine. Red Machine как раз не входит в это объединение. Тогда бы было значительно проще, поскольку не так бы много корпораций захотело прийти на помощь Red Machine. Еще многие помнят финал войны с Golden Horde Альянсом, из которой потом сформировалась Red Machine. И мы знали, что у нас есть безопасный путь. Мы решили выбрать более рисковый. Касательно того, как получилось убить 6 станций. Ну, мы провели разведку благодаря вот этой байт-станке. Мы четко знали силы противника, мы четко знали, какие дискорды они используют, какие флитком будут руководить их вторжением, и четко знали, какие нужны корабли и какую избрать тактику. А дальше было просто планирование их маршрутов. От станции к станции мы начали спускать реинфорсы в удобные для нас часы, четко понимая маршрут противника и также зная, что одна из наших главных сил — это мобильность высокая. Мы умеем очень быстро перемещаться и не боимся это делать большим флотом. И поэтому, собственно говоря, нас просто не смогли остановить. И через каждый там час-два падало по одной станции, пока не упали они все. Очень круто. Вот наблюдая за Альянсом Ноу с момента создания и особенно до текущего времени, знаешь, мне кажется, сильнейшая ваша сторона — это то, что вы тщательно планируете и широко мыслите. Вот это, я думаю, стоит многим брать на вооружение. Следующий вопрос. Правда ли, что Альянс Сноу хочет заселиться в нули? Ну и для чего, если это правда? Да, как я сказал в самом начале, основная цель, естественно, основная идея, вообще мысль, от которой мы отталкивались, это то, что скоро нужно будет делать капиталы. И мы не сможем делать эти капиталы, не имея базы в нулях. Я по-прежнему не хочу ни с кем плюсов. Чтобы не иметь ни с кем плюсов, но при этом эффективно вести войну, ваши собственные силы должны иметь эти капиталы в огромном количестве. Сделать это без базы в нулях невозможно. Ну и невозможно поставить базу в нулях, если все остальные нули объединены, а вы чуть ли не единственные, кто не входит в это объединение, ну или не имеет хоть каких-то договоров с этим объединением. По секрету, я на самом деле пытался с Пантеоном договориться тоже. Я стучался во все дискорды, я пытался уменьшить количество нападающих на нас дипломатическим путем изо всех сил. Но те условия, которые мне предложил Пантеон, они были невыполнимы. Я не мог на них пойти. Вот, поэтому, но с любым, кто пытался со мной договориться, с кем можно было договориться, я старался решить конфликт дипломатически. Я не могу позволить Альянсу не заселиться в нули. Это на данный момент я не вижу другого способа остаться настолько же сильными, и участвовать в будущих войнах, не имея суверенити. Но при этом, естественно, я понимал, ну, как я говорил ранее, что вот это крупное объединение, если напасть на его самую слабую часть, то это крупное объединение может не выдержать. Поэтому были выбраны именно лунары, поэтому было выбрано именно вот это место жительства. Опять же, я краем уха слышал, что вы уже начали перекраивать политическую карту, как минимум на севере, да? Хочу задать вопрос, почему Silent Федерация вышли из коалиции, в которой они были с Пантеоном, и что стало с лунарами? С лунарами ничего не стало, часть корпорации перешла к нам. Пантеон потерял Сайлентов по очень простой причине. Они не поняли, как мы убили 6 цитаделей и почему. Они не совсем поняли, что мы играем от их реакции. То есть вот какая была реакция, мы предполагаем, что следующая будет вот такая. И в следующий раз мы предположили, сколько пилотов они приведут. И просто постарались привести такое же количество пилотов. Плюс мы знали, что поскольку они все в объединении, собираются защищать определенные станции, и в этот раз мы не стали реинфорсить вообще все станции, мы зареинфорсили всего несколько. И пилоты, которые должны были их защищать, хранили там свои решипы, ну, то есть другие корабли на случай, если они погибнут. Ну и, собственно говоря, мы сделали так, чтобы Пантеон просто не мог пройти к этим станциям, чтобы ему пришлось сражаться с нами. И когда Пантеон увидел, что у нас равное количество, даже чуть больше, по-моему, нас было, Пантеон решил отступить. Ну,
не попытаться с нами сразиться в этом положении означало, что они просто кидают станцию, на которой находится... Извини, тут самолет у меня пролетает. Пантеон летит. Видимо, да. А, Мы поставили их в положение, в котором они должны или напасть на нас, соответственно, рискнуть в равном бою, возможно, проиграть флот из 500 человек. Неизвестно, там в лагах бы все погибли, нет. Мы понимаем, что с нашим альянсом при равных количествах пилотов драться это, тем более на территории, которая для нас уже стала привычной, это не самое выгодное положение для Пантеона. Одновременно мы понимали, что если Пантеон не примет эту драку или ее проиграет, он потеряет уважение Сайлента, потому что Сайлент положил огромное количество своих кораблей на решип на эту станцию, которую мы атакуем. На самом деле, самым лучшим решением в данной ситуации для Пантеона было бы в принципе не приходить и договориться с Сайлентами, что они просто лучше спланируют план атаки нашей, который будет состоять не в том, чтобы один раз в выходной день вот ударить очень сильно по нам. Но они именно эту тактику избрали, мы понимали, что это произойдет опять, мы подготовились, ну и встретили их. Здесь я должен уточнить. На самом деле многие вещи, они не то чтобы очевидно планируются прям за неделю, за несколько недель. Мы очень часто принимаем решения вот прям здесь и сейчас. То есть мы не какие-то супер умные пацаны, ничего такого. Базово, если ты понимаешь, как действует твой противник, ты можешь какие-то ключевые моменты подгадать. Например, вот им приходится лететь до нас 60 прыжков, а потом еще из нулей прыжков 20 до места. Но мы ставим в каждой системе по несколько дикторов. Их полет, вот сколько они 60 прыжков делали, их полет потом, эти 20 несчастных прыжков по нулям до нас, превращается в сущий ад. И пилотам тяжело, они просто устают. И это тоже психологическое давление. И вот на таких мелких вещах строится общий план нашего действия. Мы стараемся действовать как охотники в каменном веке. Ты знаешь, что такое охотник каменного века? Ну, лучше расскажи. Это чувак, который может бежать за своей жертвой несколько дней подряд, пока у зверя просто сердце не разорвется. Точно, я в какой-то передаче смотрел, что люди заняли главенствующую позицию на планете благодаря тому, что у них не супер там сила, когти и так далее, а то, что они очень выносливые и могут любую жертву загонять целыми днями, пока она просто не обессилит и не упадет. Ну, мы не будем говорить, что благодаря этому мы заняли главенствующее положение. Я думаю, что все-таки благодаря интеллекту и Ну, умению одна из передавать причин. свои знания. Но одна из причин – это чудовищная выносливость. И вот наши пилоты могут 12 часов не устать. Они действительно могут 12 часов не устать. Мы просто привыкли, как вот некоторые ребята 12 часов могут аномальки крутить, а мы можем 12 часов ПВП заниматься. Еще знаешь, какой вопрос хочу задать? Ну, насколько мы знаем, вот Панген 22, да, был триумвират. Почему Генезис остался в стороне, как ты думаешь, и какие у вас с ними отношения? Да у меня супер хорошие отношения, не с конкретно с Генезисом, с мамой, потому что она как раз-таки один из тех адекватных людей, к которым я пришел и дипломатически объяснил, говорю, ну вот у нас есть такой альянс, мы здесь все ради ПВП, и ты в том числе, а, давай ты просто не придешь нас атаковать, типа дашь нам возможность поселиться в нулях. Она сказала, да, окей. Да, естественно, были очень долгие переговоры, они были местами напряженные, на грани фола, но мама сказала очень мудрую вещь. Она сказала, что тотальное уничтожение ни одного из альянсов никому не поможет. Для такого альянса, как мы, остаться в лоу-секах, остаться в жить и без контрактов, и это означает тотальное уничтожение. То есть она это понимала. Это просто, ну, как бы очевидная вещь. Пантеон наоборот. Пантеон решил, что ни в коем случае нельзя нас оставлять в нулях. И я считаю, что это как раз-таки ключевое отличие Генезиса и Пантеона в отношении нас. Генезис нас не боится, а вот Пантеон боится. Да, действительно мудро, звучит прям глубоко. Ну и заключительные пара вопросов. Какова ситуация в игре вот прямо сейчас для Ноу?
и какие у вас планы далее, на ближайшее будущее? Что бы я ни сказал, это будет неправдой, честно говоря, потому что если я скажу, что вот мы сейчас там, например, активно атакуем Пантеон для каких-то целей или наоборот, что мы затаились там и так далее, вот, это все будет неправдой, потому что я не хочу давать нашим оппонентам именно сейчас возможность проанализировать, что мы на самом деле делаем дальше. Поэтому что мы сейчас делаем, я ну, откровенно не могу просто сказать, поэтому зачем об этом говорить в принципе. Касательно планов на будущее, все очень просто. У меня по-прежнему есть идея, что альянс, небольшой альянс может жить в нулях, он может быть самодостаточным, ему не нужно плюсоваться со всеми подряд и входить в какие-то коалиции. Он может договориться с соседями о совместном ненападении и совместной защите, но при этом вести войну с соседями. То есть, по сути своей, мне нравится концепция Севера из «Игры престолов». Мы все друг друга жутко ненавидим, мы друг с другом деремся, мы постоянно оттачиваем наши ПВП-навыки. Мы находимся в постоянной войне у себя на севере, но это наш север. И если кто-то сюда придет, он получит от всех. Я хотел бы создать нечто такое. Возможно, это утопически. Почему бы не попытаться? Как минимум ни с кем не плюсоваться, не создавать вот этих вот коалиций и прочего. Для меня это жизненно необходимо, потому что как только мои игроки в моем альянсе почувствуют себя в безопасности, в этот же момент мы снова погибнем, потому что игроки перестанут оттачивать навыки ПВП. Вот и все. Но из того, что я услышал, для меня это означает, что у тебя есть большая долгоиграющая цель, а значит, ты еще надолго с нами в игре. Абсолютно верно. Класс. Спасибо за интервью. Я думаю, на сегодня мы все вопросы обсудили. Спасибо, что, что его провел. Спасибо, что интересуешься, как у меня дела. Ну и хочется напоследок передать, наверное, всем игрокам. Хочется сказать, что нормально, что кто-то с кем-то воюет, и что люди в процессе этой войны обижаются, но мне бы очень не хотелось, чтобы люди уходили из игры из-за этого. На самом деле я изо всех сил постараюсь действовать по принципу «победи, но не уничтожь». Это на самом деле из разговора как раз-таки с мамой, с Мамазавр Рекс. Это мысль оттуда. Мне она нравится. То есть воюй, но воюй не до полного уничтожения. Почему бы нет? Это сможет сделать игру реально интересней. И количество игроков, которые не уйдут из игры из-за того, что их тотально просто стерли с карты, будет уменьшено. Несмотря на то, что мы сейчас, по сути своей, тотально уничтожили лунаров. Мне это не нравится. Но другой территории для моего альянса, в которой мы бы смогли так успешно обороняться, жить и создать капитальный флот, я просто не вижу. Ну и да, мы как можно больше лунаров мы постарались взять в свой альянс. Несмотря на то, что там не все PvP-игроки, мы решили, что ребята, ну, лучше ребята присоединятся к нам, чем просто ливнут из игры. Зачем нам это вообще нужно? Ну вот и все. Спасибо. Спасибо, очень благородное и приятное пожелание, действительно.